он чувствует, что хочет поговорить с вами. И ваш партнер чувствует с вами связь. Он чувствует, что пора наносить вам визит. Может быть, визит вежливости, может быть, визит агрессии. Тут уже нужно смотреть, рядом коса. Может быть, агрессивный визит. Но он чувствует, что пора все сказать. Пора встретиться и поговорить. И вот она встреча, да. С вами хотят поговорить и что-то хотят передать. Общий расклад Таро. Он выходит на связь и хочет передать тебе очень важную информацию прямо сейчас. Общий расклад Таро для мужчин и женщин. Приветствую всех, друзья. С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня гадаем на отношения больше, но может быть еще и на информацию, которая важна бы была вам для прояснения ситуации в отношениях, которая может быть конфликтная, может быть любовная, может быть и любая. То есть вы получите, как обычно, подсказки, советы, инсайты о той ситуации, которая сложилась у вас с загаданным человеком. Можете настроиться на одного человека, можете на несколько людей. Я не знаю, как пойдет, да, поток. Вот, и прислушаться к своему сердцу. Давайте посмотрим, кто хочет с вами связаться. Первое, да. Кто хочет связаться? Вы знаете, с вами хочет связаться, или вы сами с собой хотите поговорить. Такое, кстати, тоже нужно, да, это саморефлексия называется. Или человек, который очень похож на вас. Вот, знаете, бывает так, что говорят, что они похожи, как две капли воды, да, или они там как брат и сестра, или как близнецы, да. То есть человек либо похож на вас очень-очень, как зеркальное отражение, да, либо вам надо поговорить с собой. Так тоже бывает и иногда, да. Вот психотерапия, да. Или на кушеточке полежать. Поехали дальше, давайте смотреть. Хорошо. Вторая карта. Что тут еще? Ух ты, а здесь молния. И поговорить надо срочно. Но смотрите, вам надо в чем-то очень серьезно разобраться. Опять-таки, с собой или с кем-то. Тут уже сами смотрите. Если мужчина, например, то это такой громогласный мужчина. Может быть светловолосый. Может быть блондин, светловолосый, каштановые волосы. То есть все, что связано с огнем. Громкий голос такой, зычный, да. Женщина тоже может быть блондинка, светловолосая. Окей. Знаете, у вас этот разбор полетов, он уже созрел и перезрел, да, вот почему-то вот так. Почему молния, да, перезрел уже, да, прям рвется скандалом, может быть, каким-то, или стычкой, да. Хорошо, дальше что идет? Смотрите, для женщины важно говорить с собой, с женщиной. Если мужчина, прислушиваетесь к себе, да, к своей ситуации. Кто на раскладе? На раскладе женщина. И важно поговорить. И опять-таки она может быть вот светловолосая. Если волосы совпадают с этой картой, тоже применяйте к своей ситуации, то общий расклад. Вам важно почувствовать резонанс, да, и получить инсайты. Поэтому главная задача – это инсайт, а не кто на раскладе, да. Вы все равно на раскладе уже. Окей. Хорошо. А вообще идет такое, что женщине важно поговорить с самой собой по отношению к мужчине, разобраться в себе. И может быть еще с какой-то женщиной. Тоже если треугольник, смотрите, так тоже можно смотреть. Окей. Смотрите, важно поговорить про отношения, да. И мужчина может что-то хотеть передать женщине про отношения. И женщина может поговорить про отношения. Если вдруг это вы, понятно, если это ваша соперница по отношению к мужчине, тоже услышьте свое что-то. Хорошо, здесь как минимум пока вижу отношения все-таки. Может ли это быть начальник, начальница? Да, на работе. Потому что сад у нас, в принципе, говорит о
Не только о отношениях, да, но еще и о коллективах, о работах и так далее, да. Еще что? Ну и здесь прямо кольцо. И здесь кто-то кому-то что-то пообещал, да, то есть или вы и имеете отношения, контакты с кем-то, и может быть это и работа, поэтому здесь ситуация кто на раскладе. Расклад у нас для мужчин и женщин, поэтому смотрите на раскладе мужчина или женщина, которой важно поговорить про отношения в этих отношениях. По сути, да, обсудите отношения, куда они идут, зачем они идут. Поэтому каждый для себя выберет, кто этот человек, кто эта женщина. Вообще вам хочет передать информацию женщина все-таки. Женщина. Но кто гадает на мужчину, можете присматриваться к мужчине, потому что молния часто говорит о мужском характере, туча о мужском характере. Но опять-таки молния это больше женщина. Ну и вы сами себе можете поговорить насчет отношений с кем угодно. Давайте посмотрим, чем вы похожи в отношениях. Чем вы похожи в отношениях, схожесть посмотрим. А похожи вы как две капли воды. Это либо ваш близнец, либо ваш брат, либо ваша сестра, либо ваш партнер, мужчина, в чем угодно. Вот, и чем вы похожи? Да всем. Ну, вы как зеркальное отражение, только вы в разные стороны смотрите сперва. А нет, стоп. У нас выпала эта карта, потом эта. Нет, вы смотрите друг на друга, все правильно. Поэтому это вы можете быть еще и вы. Здесь две карты этих. Хорошо, хорошо. Давайте посмотрим тогда, чем вы похожи да всем, как две капли воды. И знаете, вы очень... Два вот партнера, вы очень мягкие. Очень мягкие. И это вот идет инсайтом. Возможно, это можно как-то использовать в своей, ну, в будущем своих отношений. И я не могу сейчас сказать, вам это мешает или вам это помогает. Но это для чего-то есть у вас, поскольку вы мягкие, да, то и ваша вторая половина мягка. То есть эту мягкость как-то можно использовать. Хорошо, а что вас, ну, что вредит вашим отношениям, да? Что вредит вашим отношениям? Вредит, во-первых, жесткость. То, что строгость, жесткость, грубость вредит. И смотрите, по лилиям вредит мужчина здесь. Это мужская всегда карта, это король пиковый. И может вредить его работа еще и служба. Служба. Это человек служащий. Где он служит, это уже смотрите по своей ситуации. Может вредить чувство долга. Вот эти две карты. И может вредить попытка довести все до совершенства. А лилии, они, ну, как бы о чем-то высшем, о духовном, да, о чем-то таком зрелом, совершенном, да. Но это вот, знаете, как я знаю, что делать, и я знаю, как лучше делать. Поэтому, если кто-то пытается что-то кому-то доказать в этих отношениях и сделать это лучше, то это будет вредить в этих отношениях. Хорошо, есть тут две женщины. Допустим, что это ваша соперница, допустим, ну не обязательно, да, это можете быть вы, и вы сами привязываетесь, есть соперница или нет. Так вот, что она бы хотела вам сказать? Если это вы, то вы сами себе можете это сказать, а если это соперница, то смотрите по ситуации. Если ты сохранишь упорство, настойчивость, желание, может быть, где-то даже вдохновение, потому что мягкость, она порождает вдохновение, то ты
добьешься своего, применив некий креатив. Или если ты пойдешь каким-то немножечко альтернативным путем, каким-то своим, да, другим путем, изменишь тактику, например, или изменишь подход, то ты добьешься своего результата. Ты получишь результат, если поменяешь немножечко подход к делу. Вот так она хочет тебе сказать. Если это ваш внутренний голос, прислушайтесь. А если это ваша соперница, то попробуйте адаптировать к своей ситуации. Мне тяжело сейчас сказать, потому что мало еще базы, да, мало данных здесь для инсайтов. Как ваше окружение влияет на ваши отношения? Я бы не сказал, что оно как-то дурно влияет, да, и в принципе ваше окружение позволяет вам избавиться от чего-то лишнего в ваших отношениях. Но, как минимум, оно наполняет вас эмоционально. И окружение, я бы сказал, что ваше окружение, оно не является для вас токсичным. Не является. Фонтаны часто достаточно сильно шумят, и, может быть, ваше окружение вносит какой-то шум. У меня ощущение идет, что он белый, да, что он вам не мешает. А вы уже сами посмотрите, если вы за окружением не слышите себя и вашего партнера, тогда окружение действительно вам будет мешать, и, может быть, вам стоит уединиться в другую часть этого сада, где меньше фонтанов. Услышьте это. Хорошо. Приближаемся к кольцу. Я хочу спросить по вашим отношениям. Смотрите, здесь получается так, что есть какие-то обязательства или обещания. Давайте спросим, они будут выполнены или надо ли их выполнять? Это уже тоже сами себе адаптируете, да? Надо ли их выполнять? Они могут быть не выполнены, обязательства могут быть разорваны в любой момент. И не обязательно, что вы можете быть вместе. Коса, к сожалению, или к радости. Поэтому смотрите, вот здесь ключевым в этом раскладе являются вот эти две карты. И что идет уже? Либо вы сами себе должны сказать, что у вас должен быть какой-то другой альтернативный путь в этих отношениях. Либо вам человек посторонний говорит, это женщина, да, даже я могу говорить, да, вот как оракул, как таролог, как гадалка, как психолог. Может быть альтернативный путь. Или даже как психолог я бы вам задал вопрос, а есть ли у вас альтернативный путь? А что, нету альтернативного пути? Или а какие альтернативные пути вы видите в этих отношениях? И знаете, вот такое ощущение, что так дальше нельзя. Нужно прекратить замкнутый цикл бесконечных попыток сделать то, что вы делаете с вашим партнером, таким способом, как вы делаете. Если вы чувствуете сейчас что-то внутри, какой-то, может быть, прилив сил, бодрости, напишите это в комментарии, да, то есть зафиксируйте себе. Окей, хорошо. Теперь давайте посмотрим, в чем обвиняет вас эта женщина. Ставьте себе ту женщину, которая может вас обвинять. Это опять-таки можете быть вы сами себя. Но смотрите, если вдруг может это сестра, мама, там, знакомая, начальница и так далее. Или соперница какая-то. В чем она вас обвиняет? Вы создаете какую-то угрозу, возможно, ей, но она обвиняет вас как минимум в создании сложностей в ее жизни,
То есть она вас просто винит, это все из-за тебя, это ты виновата, это ты гадюка, да, это ты обманула, да, или ты там предала. То есть она вас обвиняет во всех тяжких, да, ну уже змеей называет, да, возможно, или гадюкой, я не знаю, как она там вас обзывает ли, но как минимум она вас боится, не доверяет, и вот это вот обвинение, оно идет из агрессии. Если это ваша агрессия, то это ваша тень по отношению к самой себе. Если ваша агрессия по отношению к самой себе, у вас недоработана ваша тень. Норма это или нет? Не норм, не плохо, не хорошо, да, то есть как бы... А если кто-то, ну, это перенос тогда в психологии. Но опять-таки... Это просто может быть любые моменты в отношениях у вас с кем-то. Поэтому вас обвиняют во всех тяжких. Вы очень плохой человек, по мнению своего соперника. И по мнению самого себя, вы себя тоже сильно-сильно так иногда можете нагрузить. Да? Хорошо. Давайте посмотрим. Вот этот мужчина с черными волосами, он здесь. Мужчина с черными волосами. Он умный, он сильный, он на службе, он справедливый, он честный, он все вот пытается довести до абсолюта, да, какого-то, до совершенства. Вот что он думает о вас прямо сейчас? Думает, что вы его обманываете, он вам не доверяет. И как минимум, может быть, его ложь является зеркальным отражением на ваше какое-то сомнение в чем-то. Вы можете даже ему врать не потому, что вы там патологический лжец или обманщик. Вы просто можете бояться чего-то, себя, обстоятельств, соперничества и так далее. То есть ваша неуверенность порождает вот эту вот ложь. Или вы даете ему информацию не ту, на которую он видит, потому что он, как король пиков или лилии, да, он видит гораздо больше, чем вы понимаете. Хорошо, еще одна женщина в середине, вот эта женщина, да, очень похожая на вас. Что она думает о вас прямо сейчас? Она думает о вас и о мужчине, который связан с вами, в контексте ваших отношений с мужчиной и ее отношений с мужчиной. Она думает о треугольнике, и она думает, кого выберет этот мужчина. Но смотрите, здесь темноволосый мужчина. И помните, я говорил, мужчина может быть с такими, ну, вроде бы как молния волосы, да, может быть и светлыми волосами. Поэтому давайте оставим мужчину со светлыми волосами, а если у вас темноволосый мужчина, пусть будет на связи с вами. Поэтому здесь уже выходит уже на связь, им еще и мужчина добавляется. У нас вот такой получается, как бы диалог мужчины и женщины. Да? Хорошо, что чувствует к вам? Фонтан, проверяем, мужчина. Или что чувствует мужчина и женщина, да? Мужчины можете настроиться на женщину, а женщины на вот этого мужчину. Его чувство к вам, ее чувство к вам. Он чувствует, что хочет поговорить с вами, ну и она тоже. И ваш партнер чувствует с вами связь. Он чувствует, что пора наносить вам визит. Может быть, визит вежливости, может быть, визит агрессии. Тут уже нужно смотреть, рядом коса. Может быть, и агрессивный визит. Но он чувствует, что пора все сказать. Да? Пора встретиться и поговорить. И вот она встреча. Да? Что он хочет прекратить этой встречей? Для чего она ему, эта встреча? И что после нее должно прекратиться? Какой цикл должен быть разорван? Кольцо и коса. Проверяем. Разобраться он хочет действительно в ваших эмоциях. Движется он такими, знаете, интуитивными импульсами, да, вот иногда невзвешенными. Но после этого может быть разорвана связь. Может быть разорвана.
чаша может быть опустошена, к сожалению. Но, вы знаете, ваш фонтан действительно наполнен. И невозможно наполнить уже наполненное. Чтобы наполнять, нужно иногда опустошать. Поэтому, знаете, как эта встреча, она будет как разрядка некой обстановки. Как психоэмоциональная может быть разрядка. Вот, скорее всего, ваш партнер, партнерша готова к психоэмоциональной саморазрядке для того, чтобы выплеснуть все и освободить пространство для наполнения новыми чувствами. Поэтому готовьтесь. Эта встреча, она у вас будет эмоциональная и на ножах. Посмотрите, она не пройдет у вас мягко. Но после нее может быть намного легче, чем вам сейчас на душе. А у вас сейчас на душе, я не сказал бы, что все очень хорошо. Здесь зеркало, саморефлексия, она не всегда приятная. Да и молния, она о каком-то шоке, каком-то как минимум вы напряжены, то есть вы не расслаблены. То есть после этой встречи, какая бы она ни была, вы вот так будете ходить и так выдыхать. А если вы сейчас ходите в напряжении, и если у вас еще есть вдруг панические атаки, это уже один из признаков того, что, как минимум, ваш мир отношений перенапряжен, перенасыщен. И вам этот мир отношений нужно разряжать, да, то есть нужно запускать чистую, свежую струю в этот, немножко уже заболоченный, подзацвевший фонтан, да, хотя карта очень хорошая, от чувств. Хорошо, чего боится ваш загаданный человек? Чего боится загаданный человек? Давайте спросим. Здесь, смотрите, здесь женщина и мужчина. Поэтому тут очень тяжело понять. Больше, конечно, здесь 3 женщины и 1 мужчина. Давайте спросим, чего боится этот король пиковый, если вокруг столько много женщин. Одна хитрая, одна опасная, одна просто красивая. Чего он боится? Он боится, знаете, застрять. И боится проблем в работе, в карьере из-за вас. Опасается, как минимум. Я бы не сказал, что он сильно боится, он же король пиковый, лилии. Но ему не хочется смешивать свой статус и свое положение, да, тоже и карьерное, с вашими отношениями. То есть он опасается как минимум за свой статус на работе, в карьере, в бизнесе. И боится, что это как бы будет перетягивать его энергию, эти отношения, и забирать силы от того, что у него в работе и в бизнесе реализуется. Хорошо. В чем именно подозревает вас загаданный человек? Смотрите, здесь он подозревает вас в возможности, что вы перехватите инициативу. То есть, смотрите, у него есть свой статус, есть свой какой-то авторитет, есть, может быть, уже какие-то знаки отличия. И если вы будете его останавливать, то помимо того, что он это потеряет, то вы станете главнее, чем он. Поэтому, как минимум, он опасается, что вы заберете у него не только инициативу, но станете еще по статусу главнее. Может быть, вы станете на 1 месте, а бизнес на 2, например. Или он, потеряв интерес, допустим, к бизнесу и работе, и поставив вас на 1 место в отношениях, будет терять там в своей карьерной, да, лестнице, или в продвижении. О чем думает мужчина прямо сейчас? Этот светловолосый, пусть будет светловолосый уже. Вы напишите, он светловолосый или кто он? Явно не брюнет, да, шутен. Да. О чем думает? О очень важном. Даже можно сказать о главном для себя. И он хочет что-то как бы
просчитать наперед, предусмотреть, предвидеть, видите, да. То есть он как бы он думает, возможно, знаете, как бы ему не ошибиться. Но давайте посмотрим. Вот всадник, тоже как бы и мысли, и общение, и новости какие-то, и встречи. Что он думает о вашей встрече? Будущее или прошлое? Вот вы сами себе определите. На будущее он смотрит. Я думаю, что он на будущее смотрит, да, встречи. Но здесь он как бы в прошлое смотрит. То есть тоже какие-то зеркалки такие, да. Что он думает о вашей встрече? А прошлое или будущее сами поймете. Что он думает о вашей встрече? Вы знаете, вот последняя ваша встреча, она породила больше непонимания. Он, как бы если о прошлой встрече, он думает о том, что он не понял. То есть еще проблем добавилось. А на будущую встречу ему бы не хотелось, чтобы были какие-то проблемы. То есть, если встречи еще не было, он думает, как бы не создать проблем, или как бы полегче из этой встречи выйти с минимальными проблемами. А если вы уже встретились с этим человеком, да, то что такое у меня? То, значит, тогда этот человек считает, что что-то не то, да, то есть какие-то трудности возникли уже. То есть он чего-то ему не хватило. Чего-то ему не хватило. Или что-то он как бы боится, не боится даже, а как это вот можно сказать, что-то его напрягло, вот напрягло именно, все, увидите крест внизу крест, ой, прыгают карты, да смотри, он прямо напрягся, да, это вот, прыгнули карты прямо на стол, давайте посмотрим, что его так эмоционально зацепило или может зацепить, если вы готовитесь к встрече, или зацепило, если уже была встреча. Его эмоционально зацепило что-то. Вы знаете, здесь солнце эмоционально зацепило, у него жизненная сила на максимуме. Знаете, он пока... по солнцу, знаете, как будто было все хорошо, прямо так, очень хорошая уж карта, прям супер туз, да. Но его что-то обожгло. Вы знаете, он размышляет очень много, этот человек, вот мне сейчас пришел только инсайт. Этот человек много размышляет, как он может совмещать ваше счастье совместное со своей карьерой и самореализацией. Все. Вот такое идет. Мы больше здесь про мужчину. Эта информация все-таки солнце. Мужчина здесь рядом, да. То есть мужчина много думает вот по сове, да. Вот мудрость у него, он как бы рассуждает, знаете, как философски смотрит на это. И где-то из-за того, что есть недоверие и... Может быть, он не доверяет вам, что вы готовы какие-то силы прилагать сюда, да, и вот его вот эмоционально задело, да, допустим, может быть, хватит ли у него сил, хватит ли у вас сил, потому что зеркало, да, оно же двойное, хватит ли у вас двоих жизненных сил совмещать вот как бы духовную часть, да, и материальную. Вот такое идет. Немножко, да, вот такое смазано в конце, но солнце как-то еще божественное, можешь, да, к чувствам. Может быть, все, в пространстве вариантов есть все. Что его останавливает? Давайте посмотрим. Вот этот якорь настораживает, останавливает, пугает или... Останавливает, пугая, или останавливает, настораживая при этом. Что его останавливает? Серьезные проблемы. То есть человек не готов пока брать на себя всю ответственность за решение проблем. Примите это. То есть человек не хочет проблем. И если вы каким-то образом осознанно или подсознательно
хотите переложить на него свои проблемы, я не спешу вас в этом ни в коем случае обвинять, но тут зеркало, да. Поэтому вы сами знаете, как вы действуете. И если вы эти проблемы не хотите переносить, ну, все равно тогда это его страхи, а не ваше подсознательное желание. Потому что на подсознании оно работает немножко по-другому. Хорошо. Что важно для этого человека, помимо вашей честности и искренности? И что еще важно для него получать от вас? Не бояться идти в конфликт. Интересно. Ну, так тоже может быть. Почему нет? Это раз. И не бояться обсуждать, спорить, да. Не бояться, может быть, где-то какой-то авантюры. Ну и не бояться, может быть, приходить к компромиссу путем конфликта. Есть целый раздел в психологии, там, конфликтология, да, такая, как так называемая. То есть человек достаточно может быть очень принципиальный, мудрый, да, вот, и требующий каких-то вот моментов, да, согласно своему кредо, где он будет требовать это от себя, переносить это на вас, проекцию, да, по зеркалу, и просить вас быть вот жесткой, как плеть. Не обязательно там, где вы подумали, но и там тоже может быть. Окей. Хорошо. В чем ваша мудрость? Да, а то он прям какой-то там вот прям такой, а вы что-то как-то, да, он у вас что-то как-то немножко... Нет, ну у вас тоже свои есть плюсы. Вот в чем ваши плюсы, в чем ваша мудрость особенно, да? Чем вы его как бы цепляете вот так, да? Ваша речь хорошо влияет на его ушки. Он тоже любит ушками. Ну, и если женщина тоже. Ваша речь, вы умеете излагать свои мысли, в принципе. Вот, и, ваше общение. То есть, общение, переписка, это все его радует. То есть, вы умеете коммуницировать. Вы умеете не только сам с собой или сама с собой, да, по зеркалу это, но еще с ним, с ней. То есть, по сути, ваша мудрость в умении правильно излагать свою мысль. Поэтому, как бы у вас там получалось, не получалось, вы это умеете делать. Продолжайте это развивать, и у вас получится. Да? То есть, у вас же есть это качество, прекрасно. В чем он видит проблемы или увидел проблему? Или каких проблем он опасается? Ну, то есть, давайте о проблемах, о трудностях для него. Еще раз. Не знаю, здесь со временем связано и с чистотой. Во-первых, первое, что он видит проблему, первое, это не доверяет вам. Все равно имейте это в виду без обид. Доверия до конца нету. А доверие – это очень важно в отношениях. Но он не знает. Вот проблема в том, что он не знает или не понимает, готовы ли вы играть вот как бы в долгую, я так называю, играть в долгую или к долгим отношениям. То есть, этот человек не торопится, ему торопиться некуда. А вы, возможно, поторапливаетесь, потому что в этой вертикали всадника тут прямо горы. И вот этому всаднику горы мешают. Не пойдет он на лошадях. Лошади в горы не ходят. Они там больше, условно говоря, 3000 метров не поднимаются. Да? Там, может, даже и ниже. Не буду врать точно, да, сколько там они идут по высоте. Поэтому проблема у этого человека в том, что он не уверен, готовы ли вы ждать или не торопиться и так далее. Да, обычно проблемы, они из-за того, что все хочется в короткие сроки. Тогда создается избыточный потенциал, тогда происходит напряжение пространства, потом происходит вот этот выброс энергии, который создает только хаос и энтропию, да, окружающего мира или окружающих миров. Поэтому правда и время.
Для него вот это два ключевых момента, где он, где оно играет на его стороне, но против вас, как бы, да. Что он осознал по отношению к вам? Самая светлая ваша часть для него. Опять недоверие, опять крысы, и опять он осознал, что как минимум сейчас он не может вам сказать «да» из-за недоверия и из-за неуверенности. И учитывая то, что здесь две мыши, как две капли воды, зеркальные отношения или зеркальное отражение, похожи друг на друга, скорее всего, он осознал, что где-то, может быть, ваши страхи и ваш обман похожи с его страхами и обманами. И поэтому он осознал, что как вам нужно разобраться в себе, так и ему внутри себя, чтобы избавиться от этих мышей, от этих крыс и чистой путеводной звездой, сохраняя надежду, пойти дальше в этих отношениях.